Здравствуйте, друзья! Украинцев не существует? Или как русских сделали украинцами? Статья с сайта kramola.info. Разделяй и властвуй. Принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством – разжигание и использование вражды между его частями. В более широком смысле тактика чаще скрытая. Создание, усиление и использование противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством. На территории, где сегодня располагается держава Украина, основной и древний язык – русский. Именно этот язык был государственным в Киевской Руси. В начале VII века в повести временных лет монах Нестор писал: «Славянский язык и русский одно есть. Русская правда, слово о полку Игореве и другие памятники киевского периода написаны на русском языке. Только в 1818 году появилась первая грамматика малороссийского наречия. Издал ее в Санкт-Петербурге русский ученый А. Павловский. В старину никто и речи не вел об украинском языке, потому что не было украинцев. Была Малая Русь. Малая – это значит исконная Русь, откуда, по словам летописца, есть пошла русская земля. Богдан Хмельницкий называл казачество народом русским. Николай Васильевич Гоголь писал: «Слава Богу, что мы русские». Однако в судьбу Малороссии вмешалась политика. В 1922 году декретом большевиков Скрипника и Гунько слово «Малороссия» было заменено на слово «Украина», а русский язык стал украинским. Как пишет современный писатель Сидоренко, слово «украинец» было неизвестно в России. Когда большевики его стали навязывать населению, то малороссы спрашивали друг друга, где и что мы украли. Именно большевики создали массового украинца, как социально близкий партии элемент, как альтернативу, разрушающую единство русского мира. Недаром многие деятели украинства признавали за советским украинским проектом родственность тому, что они делали. Украинский национализм и советская украинизация делали одно дело – дерусификацию. Малороссия, 1918 год, солдаты немецкой оккупационной армии вешают местного жителя за отказ перейти в украинство. Обращение СНК РСФСР от 4 декабря 1917 года о признании Советом народных комиссаров Народной Украинской Республики и о предъявленном Центральной Раде ультиматум ввиду ее контрреволюционной деятельности. Исходя из интересов единства и братского союза рабочих и трудящихся, эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, исходя из признания этих принципов многочисленными решениями органов революционной демократии, Советов и в особенности Второго Всероссийского съезда Советов, социалистическое правительство России, Совет народных комиссаров, еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России. Поэтому мы, Совет народных комиссаров, признаем Народную Украинскую Республику, ее право совершенно отделиться от России или вступить в переговоры с Российской Республикой о федеративных и тому подобных взаимоотношениях между ними. Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, признается нами, Советом народных комиссаров. Тотчас же, без ограничений и безусловно. Ну да, если учесть, что большинство революционеров были иудеи, им было выгодно разделить братский народ на две части – украинцев и русских. И так далее. Партия большевиков с самого начала считала главной опасностью в национальном вопросе так называемый великодержавный русский шовинизм и старались привлечь на свою сторону национальное меньшинство. Для этого была разработана политика коренизации. Из письма географа Марина Санудо старшего королю Филиппу VI де Валуа 13 октября 1334 года. Кроме того, есть в Руси два княжества, подчиненные татарам, включающие обширные земли с многочисленным народом, который следует греческой вере. Это Руссия Великая и Малая. Великая находится на севере и граничит на западе с Ливонией, где братство крестоносцев владеют обширными землями. На востоке со Скифией
и татарской землей узбека. На юге находится Малая Руссия, граничащая на западе с Польшей, на юге с Венгрией, а на востоке с вышеупомянутыми татарскими владениями узбека. Тут источник приводится. Можете посмотреть, ссылочки будут в описании. Ранее в 1299 году митрополит Максим переехал из Киева во Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Крестителем в 990-992 году. А в 1325 году митрополит Петр перенес кафедру в Москву. Вот скриншот переписи населения 1897 года. Русские есть, малоросы в составе русских есть, а украинцев нет. Вот она, Киевская губерния. Русские Закарпатской Руси, 1804 год. Украинцы называют себя русскими, 1912 год. Можете поставить видео на паузу и посмотреть внимательно все эти документы, почитать. Цели и задачи галицкого украинофильства, 1912 год. Вот статья «Малоросы и украинцы» в переписи населения Киева, 1917-1919 года. К вопросу о социальном составе населения Киева. То есть вся Украина – это русские. Просто это кому-то невыгодно признавать. В апреле 1923 года 7-й съезд РКПБ объявил коренизацию официальным курсом партии в национальном вопросе. В том же месяце 7-я конференция КПБУ заявила о политике украинизации, что украинские ЦИК и Совнарком сразу же оформили декретами. Справка, повидка, посвидка о сдаче бухгалтером Сергеем Ольгой Владимировной экзаменов на знание украинского языка, без которой не принимали в УССР на работу. Киевская область, 1928 год. Надписи «Украинизация совершит объединение города и села». И знание украинского языка – только первый шаг к тотальной украинизации. Фамилия получателя Сергей. Также украинизирована. Ну и, конечно же, Шульц. Кто еще-то тут? Новый язык ввели в работу официальных учреждений, перевели на него большинство школ. В октябре 1921 года в еще не оправившейся от гражданской войны стране в условиях голода и разрухи советское правительство выделило 500 тысяч рублей с золотом на печатание за границей украиноязычных учебников. Позднее, по инициативе Владимира Ильича Ленина, на эти цели было выделено еще 250 тысяч рублей. Мне в течение всей моей почти 40-летней службы никогда и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог серьезно мне сказать, что я не русский человек. И вдруг мне говорят, что я не русский, что я какой-то украинец, что я должен отмежеваться от России, жить какой-то своею, отдельную от России жизнью. Да не кошмар ли это? Автор этой заметки – Верменич Я.В. Газета «Киевлянин», 1917 год. Вот так вот разделили русский народ. При активном давлении КПБУ в 1920-х, в начале 1930-х годов проводилась украинизация Кубани, Ставропольского края, части Северного Кавказа, Курской и Воронежской области РСФСР, исторически заселенных выходцами с Украины. В приказном порядке школы, организации, предприятия, газеты переводились на украинский язык обучения и общения. Украинизация затронула и ряд областей Северного Казахстана, на тот момент являющиеся автономией в составе РСФСР. Так почти все школы Федоровского района Кустанайского округа в 1930-1932 году были переведены на украинский язык, а сама украинизация в районе была закреплена за Харьковским обкомом партии. Вот еще вырезка из газет, 26 год, литературный украинский язык, 1927 год, газета «Харьковский пролетарий». Все здесь написано, все это есть в архивах. Украинизация Донбасса, 1925 год. Украинизация вывесок и кино, тоже 1925 год. Сроки украинизации назначены Центральной комиссии. К 1 января 1926 года все вывески, бланки и так далее должны быть переведены на украинский язык. Ну и так далее. Черниговщина также была украинизирована. Из русских сделали украинцев. Галичина, Карпатская Русь. Все это сделали после революции. Из русских сделали украинцев. По аналогичной схеме во время переписи населения 1926 года в украинцы записывали русских малорусов, русинов, угрорусов и галичан.
О проблемах украинизаторов с дистрибуцией укргазет можно прочитать здесь. Ссылочку тоже дам в описании. Вот перепись населения Карпатской Руси 1921 года. Вот количество русских. А вот количество украинцев. Советские украинизаторы в рамках украинизации подменяют русскую народность Карпатской Руси на украинцев, как и при переписи населения в УССР. Да, вот вдруг из русских стали украинцы. Внезапно, да? Как размножали украинцев в 1926 году. Например, подчеркивалось, что русских, проживающих на Кубани, поскольку предки их вышли из Украины, следует относить не к русским, к которым они сами себя причисляют, а к украинцам по признаку племенного происхождения. Интересно. В июле 1930 года Президиум Окрисполкома город Сталина, Донецк, принял решение привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчиненных, нарушающих действующее законодательство в деле украинизации. Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески и так далее. В Одессе, где учащиеся украинцы составляли менее трети, были украинизированы все школы. В 1930 году на Украине оставалось только 3 большие русскоязычные газеты. Каганович Л.М. стал генеральным секретарем ЦК КПБУ в апреле 1925 года, когда украинизация уже была провозглашена и всеми силами проводилась в жизнь. Но Каганович – это Лазарь Моисеевич. Фамилия, имя, отчество о чем-то говорит. Именно эти люди и желали разрушить братские русские народы. При предшественнике Лазаря Моисеевича на посту руководителя КПБУ И. Квиринге число школ с преподаванием на украинском языке росло быстро и неуклонно. Также быстро и неуклонно сокращалось количество русскоязычных школ. Окончательно политика украинизации была свернута в 1938 году, когда вышло постановление Совнаркома УССР об обязательном преподавании русского языка во всех нерусских школах, которое способствовало процессу русификации, и постановление Политбюро ЦК КПБ У о ликвидации национальных административно-территориальных образований. Проект украинизации был продолжен после распада СССР. Все эти процессы и их результаты мы наблюдаем и сейчас. А введение русского языка в 1937 году было выдано за насильственную русификацию Украины. Русификация Украины – это фальсификация и ложь. Речь можно и должно вести не о русификации, а о насильственной украинизации Малороссии, потому как это правда. Что же мы имеем теперь? Единый некогда народ разделен, государственный долг Украины превратил ее в государство раба и исполнителя воли зарубежных стран. Да, ребята, интересная статья, заставляет о многом задуматься. Исходя из того, что есть много архивных документов про этот период, я могу согласиться, что это правда. Да тем более, что украинцы и русские – это все-таки один народ. Я всегда считал так и продолжаю считать. Что бы нам ни твердили наши правящие элиты, они продолжают до сих пор пытаться разделять наши народы с помощью политики, с помощью этих мнимых конфликтов. Но настоящие люди, они видят правду. И для меня лично украинец всегда будет братом. Что вы думаете по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот эти документы еще раз напоминают всем, что украинцы – это русские люди, которых насильно превратили в украинцев. На самом деле русский и украинец – это одно и то же. А вражду между народами создают кукловоды, которым выгодно стравливать людей в своих интересах. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.